Это большой обзор камеры iPhone 12 в сравнении с iPhone 11. Посмотрим на то, действительно ли iPhone 12 стал снимать лучше и насколько большая разница между этими смартфонами. Если вы выбираете себе новый iPhone и приоритетом для вас является камера, то поймете, стоит ли переплачивать значительную сумму за новинку или можно взять прошлогоднюю версию и сэкономить кучу денег. И перед тем, как мы начнем, буквально полминуты о спонсоре этого видео – дебетовой карте Тинькофф Black. Скорее всего, вы уже миллион раз видели рекламу, я не хочу быть занудой, вот вам просто скриншот о том, как я купил iPhone 12 с Тинькофф Black и получил кэшбэком 3% обратно реальными рублями. Знаете ли вы хоть один банк, где есть такие акции? Я думаю, нет. И поэтому, если вы еще не оформили Тинькофф Black, то для новых клиентов есть бонус. Помимо 3 месяцев бесплатного обслуживания, а также 10% на остаток по счету до конца года. Ссылки будут в описании, ну а мы начинаем. Начнем с фотографии на основной модуль в хорошем освещении. Основной модуль единственный получил физическое обновление, его светосилу увеличили и теперь он может улавливать на 27% больше света. И это действительно работает. Кадр получается более ярким, с меньшими шумами, хотя не могу сказать, что детализация стала как-то лучше. Еще один пример с ярким солнцем, отличные условия для работы HDR. Если мы посмотрим на объекты в тени, то снова видим, что на iPhone 12 намного меньше шумов, из-за чего кадр получается более чистым. Все-таки более светосильный модуль решает, но видно это только при сильном приближении. Похожий пример, визуально они как будто одинаковые, но в тенях снова iPhone 12 справляется лучше, а вот на ярких объектах разницы вообще нет. И вот пример с Исаакиевским собором, если приглядеться, то видно, что у кадров немного разный баланс белого. У iPhone 12 кадры более теплые, ну а в остальном кадры абсолютно одинаковые. Как таковых теней нет, результат идентичный. Спустимся в метро в искусственное освещение, визуально кадры опять же практически идентичные. Если присматриваться, то видно, что iPhone 12 чуть-чуть лучше справился с деталями и шумами, но не могу сказать, что разница драматическая. В социальных сетях после сжатия разницы не будет вообще. Вот еще замечательный пример. В таких условиях срабатывает алгоритм Deep Fusion для повышения детализации. И как видим, разница минимальна. iPhone 11 сделал чуть контрастнее снимок, из-за чего цвета выглядят немного сочнее. И последний пример в торговом центре. На общем плане снова никаких различий, как будто снято на один смартфон. В деталях и шумах iPhone 12 справился по ощущению процентов на 5 лучше, но никак не на 27%. А теперь переходим к сверхширокоугольному модулю. Физически это один и тот же сенсор, та же светосила. Разница будет лишь в новых алгоритмах съемки HDR. И как видно по детализации, это абсолютно одно и то же. Разница в более высоком динамическом диапазоне на iPhone 12 и балансе белого, но лично мне он более приятный на iPhone 11. Еще один пример с хорошим освещением. Снова видим, что iPhone 12 сделал снимок более теплым, хотя iPhone и так известны своими желтыми снимками, тут решили пойти еще дальше. По детализации снимки идентичны. И вот такой пример с контрастным освещением. И тут что интересно, так как модули одинаковые, а разница только в алгоритмах HDR, все зависит от обработки. И в данном примере iPhone 12 конкретно накосячил в шумах и артефактах, что-то явно пошло не так. И снова спускаемся в метро с искусственным освещением, и тут уже ситуация противоположная. Лучше фото обработали алгоритмы iPhone 12. Хотя толку мало, снимки все равно оба мыльные и так себе для флагманов за такие деньги. И последний снимок из торгового центра на сверхширокоугольный модуль вообще никакой разницы. От слова совсем, и это очень печально для iPhone 12. Переходим к фотографиям на фронтальную камеру, и здесь, не поверите, в iPhone 12 используется тот же модуль, что и в iPhone 11, разница снова в алгоритмах обработки. Лично мне на этом примере больше нравится iPhone 11, кожа выглядит нормальной, на iPhone 12 я получился немного бледным. В широкоугольном моде фронталки, как видите, также нет разницы по деталям, отличие только в цветах. Вот еще один пример в хорошем освещении, снова разница минимальна, хотя если присмотреться, то как-то iPhone 12 умудрился сделать чуть детальнее снимок. А вот пример с контрастным светом, как мне кажется, в iPhone 11 HDR справился лучше, посмотрите на дерево на заднем плане. Если говорить про лицо, то цвета на iPhone 12 мне нравятся меньше, лицо просто сплошной желтый цвет. На iPhone 11 цвета более реалистичные, хотя бы видны покраснения от холода на носу, под ним и немного на щеках. А вот если делать фотографии в менее хорошем освещении, то тут алгоритмы HDR3 в iPhone 12 справляются лучше с детализацией, на iPhone 11 уже начинается мыло с недостатком хорошего света.
Переходим к портретным фотографиям. Заметил разницу при съемке, что iPhone 12 улавливает объект почти в 2 раза быстрее, чем iPhone 11. В конкретно этом случае я не знаю, почему iPhone 11 выбрал такую слабую глубину размытия. Выглядит, как будто это и не портрет вовсе. И хотя у iPhone 12 глубина выше, но зато погрешности видны лучше. Однако, если рассмотреть, как алгоритмы вырезают объект через специальную программу, то видно, что iPhone 12 справился намного точнее, даже смог определить пустое место между рукой и туловищем. И давайте посмотрим на такой пример. Тут уже наглядно видно, что алгоритмы по вырезанию объекта в iPhone 12 работают значительно лучше. Просмотр через программу также дает в этом убедиться, намного меньше ошибок, особенно это видно с телефоном в руках. И посмотрим на мои любимые портретные фотографии животных. Здесь, как и в случае с людьми, алгоритмы iPhone 12 справляются заметно лучше. Например, обратите внимание на место под головой лошади. Алгоритмы iPhone 11 их вообще проигнорировали. К сожалению, через специальную программу показать вырезание не получится, с животными это почему-то не работает. Вот пример с собакой, и здесь результат очень похож. На iPhone 12 мне нравится больше баланс белого, но зато есть небольшая погрешность с вырезом усов. Также есть такой пример с кошкой, и здесь хочу обратить внимание, что в портрете при плохом освещении iPhone 11 очень сильно мылит кадры. Здесь все-таки более светосильный сенсор iPhone 12 справляется намного лучше. Переходим к портрету на фронтальную камеру. Здесь очень интересные изменения. Во-первых, поменялся подход. Если алгоритмы iPhone 11 пытались имитировать реальную зеркалку с постепенным увеличением глубины размытия на объекте, то в iPhone 12 это теперь просто вырезание, как на всех Android смартфонах. А если говорить про само качество вырезания, то безусловно на iPhone 12 оно стало заметно лучше. Вот также пример из парка. Снова такой же результат по алгоритмам обработки вырезания объекта. Точность опять же выше на iPhone 12. Вот еще один пример при контрастном свете. Здесь идеально не получилось ни у кого. iPhone 11 вырезал немножко шапку, а iPhone 12 наоборот захватил немного лишнего. И последний пример из среднего освещения. В целом лучше с вырезом справился iPhone 12, но все равно небольшие косячки есть в некоторых местах. Также давайте покажу фотографии объектов в движении. Здесь в принципе все отлично, никаких смазов, все очень четко видно. В iPhone 12 опять же получился менее шумный кадр, а также обратите внимание на очень странный артефакт на iPhone 11 на колесах. До этого ни разу не видел такое, но вот тут случилось. И еще один кадр такого прекрасного лимузина в движении. Опять же оба телефона справились хорошо в общем плане, но у iPhone 12 получилось сделать кадр более четким и с меньшими шумами в тенях. А также вот примеры панорамных фотографий. Разницы вообще практически нет, разве что на iPhone 11 кадр получился чуточку контрастнее. То же самое и с панорамой на сверхширокоугольный модуль. Небольшая разница в балансе белого, но на общем фоне этого практически не видно. А если делать панораму при среднем освещении, то, как говорится, найдите 5 отличий и вообще никакой разницы. А теперь переходим к видео. Друзья, небольшая заметка перед примерами с видео. Дело в том, что все фрагменты на iPhone 12 я снимал в новом формате HDR 10 бит Dolby Vision. И проблема заключается в том, что нормально воспроизводить ты его можешь только на айфонах в родной галерее. Даже если ты его отправляешь куда-то в соцсеть, оно становится каким-то тусклым, цвета вообще полная фигня. Даже в монтажной программе, где я монтирую на Mac Final Cut Pro 10, там с ним можно работать, но это тоже такой сплошной гемор. В общем, у меня особо с ним поработать нормально не получилось. Чтобы вы понимали, вот так вот кадр выглядит на iPhone 12, снятый в HDR. Давайте нажмем, видно, что вот значок HDR. А вот так вот он выглядит уже на Яндекс.Диске, то есть я просто закинул файл, смотрите, что его Chrome воспроизводит вот в таком формате. Сравните кадры, да, сочная картинка, видно, что синее небо, здесь какая-то фигня. К тому же я попытался закинуть эти файлы и обработать их в проекте с HDR, то есть вот, в принципе, видно, что они отображаются здесь нормально. Но когда я экспортирую проект, получается ошибка, и у меня, смотрите, что выходит в итоге. Вот такая получается картинка, когда я экспортирую этот проект с такими HDR файлами. В общем, я постараюсь их обработать так, чтобы это было более-менее сносно в финальном видео, но просто знайте, что HDR 10 бит Dolby Vision я рекомендую отключать, потому что, как я уже сказал, вы даже в соцсети его нормально отправить не сможете, поэтому вот в настройках камеры HDR видео выключаем, не повторяйте моих ошибок. Короче, я придумал лайфхак, я просто делаю запись экрана видео, которое я воспроизвожу на Маке, потому что плеер умеет воспроизводить HDR видео, поэтому я делаю запись экрана, видео будет нормальным, потом просто сведу звук, но, к сожалению, оригинальные файлы вы посмотреть нормально не сможете, только в этом видео. Давайте переходим уже к ним.
Ну что, делаем тест фронтальной камеры на iPhone 11 и на iPhone 12. iPhone 12 у нас теперь умеет снимать в Dolby Vision 10 бит. В общем-то, я вижу на дисплее iPhone 12, что небо у него реально лучше прорисовывается. Давайте еще вот так посмотрим, как отрабатывают алгоритмы. Так, давайте вот поверчусь. Смотрите на качество картинки. Вот сейчас видно, на iPhone 12 небо, кажется, намного лучше прорисовывается. Либо это просто на iPhone 11 будет постобработка, фиг его знает. В общем-то, рядом сейчас будут ехать машины. Также посмотрите, как работают микрофоны. У iPhone 11 с этим есть небольшие проблемы. Посмотрим, исправили это все на iPhone 12. И давайте немножко пробежимся. Вот. Я думаю, что стабилизация должна работать у них плюс-минус одинаково. Посмотрим, как у нас работает основная камера iPhone 11 и iPhone 12. Так выглядит картинка. Если честно, я разницы не особо замечаю. Если на фронталке прям была очевидная разница, то здесь, ну, как-то не особо. Да, кажется, цвета лучше получаются на iPhone 12. Вот посмотрите на небо. Да, я вижу, что на iPhone 12 оно получается чуть получше на превьюшке. Но не могу сказать, что разница прям драматическая. Давайте пробежимся. Главное не споткнуться. Давайте посмотрим просто, например, как у нас снимает видео iPhone 11. Вот так вот мы выходим. Все очень красиво. Тут у нас никаких Dolby Vision нет. Давайте сделаем сверхширокоугольную камеру. Вот так вот все красиво выглядит. 4К 30 FPS. Вот, давайте приблизим снова. Вот так вот. Ну а теперь давайте посмотрим, как ту же самую картинку покажет уже iPhone 12. А теперь снимаем на iPhone 12. Покажу все то же самое, плюс-минус. Ну и посмотрите, где вам больше понравилось. Мне кажется, что разницы как таковой не будет. Вот так все выглядит. Давайте снова переключимся на сверхширокоугольный модуль. Ну, то, что я смотрю, мне, в принципе, вот плюс-минус одинаково. Снова приблизим. Ну, в общем-то, как-то так. А теперь протестируем сверхширокоугольный модуль и видим, что да, все-таки HDR здесь справляется намного лучше на сверхшироке. Если основной модуль, ну, есть небольшая разница, но здесь она, как мне кажется, значительно именно по цветам. Также, опять же, сравните, как работают микрофоны. Рядом ходят люди, разговаривают. Ездят машины, шума очень много. Это у нас дом Зингера, если кто не в курсе. Это Казанский собор. Ну, в общем-то, как-то так. Теперь давайте пробежимся. Давайте посмотрим видео возможности iPhone 12 именно такое уже ночное время. Но как раз таки выбрал локацию, где есть более-менее такое вот искусственное освещение. Все, как нам показывала Apple в своих промо-роликах. Давайте переключимся на сверхширокоугольный модуль. Здесь, конечно же, все плохо. Мыльница просто полнейшая. Давайте обратно переключимся. Ну, в общем, вот такое качество может выдавать камера в Dolby Vision 10 бит HDR в ночное время. Теперь давайте покажу тот же самый фрагмент, но уже на iPhone 11. Вот такое качество показывает iPhone 11. Как мне кажется, разницы абсолютно никакой. Свет также захватывает достаточно много. Если мы сравниваем с основным модулем, если переключимся на сверхширокоугольный модуль, ну, тоже мыло, ничего такого специфического. Обратно переключимся. Вот то вам покажу вот эти вот места. Возможно, больше шумов на iPhone 11, как мне кажется, вот так по превьюшке. Но это на телефоне сложно сказать, надо смотреть на компьютере. Но, в общем-то, такое качество. И такое качество у нас уже выдает фронтальная камера. Как мне кажется, на iPhone 11 даже более светлая картинка получается. Не знаю, может быть, это только эффект превьюшки такой. Посмотрим, как будет уже в результате. Но, опять же, я не вижу какой-то драматической разницы между 12 и 11 айфоном в ночное время съемки. Хотя вроде как модуль более светосильный, все дела. Давайте сейчас перейдем в более темную локацию. Вот она, наша классическая локация, постоянно зрители должны ее уже, наверное, знать. Здесь мало света, и, опять же, то, что я вижу на экране, ну, они одинаково снимают видео в ночное время, хотя модуль на iPhone 12 более светосильный, должен быть лучший результат, ну, хотя бы так, ну, немножко лучше. Пробежимся. Вот так вот. Смотрите.
А теперь давайте посмотрим на ночные снимки. Apple делал на этом особый акцент. Сразу же видно, что снимок на iPhone 12 получился более ярким, но одновременно с этим мы видим пересветы в источниках освещения, что с другой стороны не очень. Если сделать кадр в ночном режиме, то результаты на основные модули получаются практически идентичными, тем не менее iPhone 12 все равно оставляет небольшие пересветы в фонарях и окнах. Также есть вот такая незаурядная фотография, тем не менее разница есть. Как видите, кадр на iPhone 11 получился менее ярким, но контрастнее, что по мне смотрится лучше. В ночном режиме все остается плюс-минус так же, здесь непонятно, то ли это оптика, то ли алгоритмы, но на iPhone 12 капот получился слишком бледным. Переходим к более темной сцене, здесь опять же из-за более светосильной оптики iPhone 12 делает более яркие кадры даже без ночного режима, но проблема с пересветами остается, и если они починят это с обновлениями, то будет вообще супер. В ночном режиме результаты опять же похожи. Тут мне нравится в iPhone 12, что баланс белого у него получился более нейтральным, чем теплый кадр iPhone 11. И вот такая вот сцена с освещением от фонаря и окон на заднем плане. Опять же видим меньше шумов в iPhone 12 на том же небе, но те же пересветы. Просто посмотрите на балконы, почти белые пятна. Ночной режим справляется отлично на обоих смартфонах. Более светосильная оптика в iPhone 12 позволяет запечатлеть более темные участки ярче и четче. Переходим к фронтальной камере в ночное время и видим, что алгоритмы HDR3 в iPhone 12 имеют очень агрессивный шумодав, что по мне делает кадр более сносным. Вот пример со вспышкой от экрана. Я бы сказал, что разницы тут вообще нет, но в iPhone 12 уже появляется ночной режим в селфи-камере, максимальная выдержка, как и на основном модуле, до 10 секунд. Тут, понятное дело, без особых комментариев, все работает отлично, даже в кромешной темноте. Также вот такой пример от уличного фонаря, хотя модули камер и одинаковые, тем не менее, как видите, при недостаточном освещении кадр на iPhone 12 получается намного более четким благодаря обработке алгоритмов. А вот разница уже с ночным режимом на iPhone 12. Понятное дело, что кадр получается еще лучше, больше деталей и меньше шумов. И последний пример в ночное время на фронталку. Здесь все то же, что мы уже видели. Много шумов на iPhone 11, агрессивный шумодав на iPhone 12. И вот разница между обычным режимом на iPhone 11 и ночным режимом в iPhone 12. Как будто сделал фотографию прямо под фонарем, хоть он находится метров в 10. В общем, очень круто. А также ночной режим появился и на сверхширокоугольном модуле. Но вот сначала сравнение в обычном режиме, здесь те же проблемы, что и на основном модуле. Все-таки это проблема алгоритма HDR3, который делает очень сильный пересвет. И вот такой результат получается в ночном режиме на сверхширокоугольный модуль. Намного лучше, конечно, хотя выглядит как на основной модуль без ночного режима. Тем не менее, с этим хотя бы уже можно работать. Вот еще пример в обычном режиме. И вот такой результат получается в ночном режиме. И последний пример в обычном режиме. И вот такой результат получается в ночном режиме на сверхширике iPhone 12. А также давайте посмотрим на портреты в ночное время. В iPhone 11 и iPhone 12 LiDAR сенсора нет, так что вся работа ложится на сам модуль. И как видите, из-за более светосильного модуля iPhone 12 результат получается лучше, намного меньше шумов и больше деталей. Очень интересно посмотреть, как же это работает в Pro версии и насколько там будет лучший результат. С фронтальной камерой портретный режим показывает те же результаты, что и в обычных фото. Даже несмотря на один и тот же модуль камеры, алгоритмы iPhone 12 показывают намного лучшие кадры в темное время. А вот так iPhone 11 и iPhone 12 делают панорамные фото в ночное время, и я не понимаю, почему все так плохо. Посмотрите, например, Poco X3 за 20 тысяч рублей и iPhone 11 в 2,5 раза дороже. Как по мне, это какое-то недоразумение, потому что, посмотрите, вот так камера видит сцену при обычном фото, но как только переходишь в панораму, то кадр становится в 5 раз темнее, какая-то дичь. Ну а также в iPhone 12 появился ночной таймлапс. Сначала посмотрите, как получается таймлапс на iPhone 11, а вот такой результат получается на iPhone 12. Кажется, что разницы совсем нет, но на самом деле получается намного меньше шумов и на большом экране видео смотрится лучше. Также посмотрите, как таймлапс делается на iPhone 11, то есть как обычное видео. А вот так на iPhone 12 видно, что реально каждый кадр как будто делается несколько раз, а потом обрабатывается для улучшения картинки. По крайней мере, так кажется визуально. Ну что же, вот такие вот результаты получили в сравнении работы камер между iPhone 11 и iPhone 12.
Если что, то все кадры, которые были в этом видео, а также намного больше примеров, вы сможете найти в оригинальном качестве на Яндекс.Диске по ссылке в описании под видео. Какие можно сделать выводы? Apple решила сэкономить, поставить модули фронтальной камеры и сверхширика от iPhone 11, но улучшив результаты с помощью алгоритмов. Smart HDR3 действительно работает, но если днем разницы не особо видно, то вот вечером, особенно на фронталку, кадры получаются действительно лучше. Сверхширокоугольная камера — это стыд в таком телефоне, она не должна быть такой. Как по мне, конкуренты предлагают намного лучше решений. Портретный режим стал быстрее при съемке и лучше вырезает объекты, и основная камера единственная стала лучше физически, меньше шумов в тенях и немножко лучше детализация в некоторых сценариях. Но все это может успешно работать и на iPhone 11, и на iPhone XR, и на iPhone XS, и на обычном iPhone X. По сути, единственное реальное изменение iPhone 12 по сравнению с iPhone 11 это обновленный основной модуль камеры, а все остальное это чистый софт. Почему не сделать систему как в Tesla, например? Если вы не знали, то в любой Tesla есть автопилот, но активируется он только если ты купишь эту функцию. Почему бы Apple не сделать ровно так же? Я бы с радостью заплатил и за ночной режим на фронталке, и за ночной режим на сверхширике, и за обновленный алгоритм HDR3 на iPhone 11, который 100% поддерживает эти возможности. Ответ очевиден, они просто хотят, чтобы ты купил новый смартфон. Видимо, маржа там получается все равно больше. В любом случае, результаты я вам показал. Готовы ли вы переплачивать 25-30 тысяч на момент записи этого видео за iPhone 12 в сравнении с iPhone 11? Решайте сами. Лично я бы взял iPhone 11 или даже iPhone XR, если вам не так важен ночной режим на основном модуле. Ну а найти iPhone или любой другой смартфон по лучшим ценам в вашем городе от местных интернет-магазинов вам поможет Яндекс.Маркет. А также не забывайте про кэшбэк-сервис, чтобы вернуть часть средств с покупки. Ну и конечно же экономьте еще больше с Тинькофф Black. Напоминаю, все ссылки в описании. Ну а на этом у меня все. Надеюсь, что вам понравилось. Пишите ваши мысли в комментариях. Увидимся в следующих видео. Всем удачи, всем пока.